Ветчина рубленая. Всем привет, друзья! Рад, что вы зашли на мой канал. Сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления в домашних условиях колбасы. Колбаса ветчина рубленая. Сделал я ее в двух вариантах. Одну с копчением, с холодным, а одна обычная. Колбаска получилась прекрасная. Вот такую ветчину рубленую вы можете приготовить своими руками дома у себя на кухне. Смотрите, какая красота, а вкус просто невероятный. Ну что, давайте начнем готовить. Итак, ветчина рубленая, свинина. Ошеек у меня вот такой тут нежирный ошеек. 2 кусочка, 1,5 килограмма. Значит, я его буду распускать на тонкие слайсы. Да, чтобы получить красивый рисунок. Значит, это лопатка нежирная. Тут тоже примерно 1,5 килограмма. И у меня здесь полкилограмма фарш. Перекрученная лопатка. Здесь шутка 5 миллиметров. Так, примерно здесь у меня 500 грамм. Это 15 до 20% от веса мяса можно сделать фарш. Так, посолочная смесь. Значит, без предварительного посола буду готовить ветчину рубленую. Значит, здесь соль в размере 2% от веса мяса, пополам нитритная 0,6% нитрита натрия и поваренная обычная соль. Сахар 2 грамма на килограмм, аскорбат полграмма, фосфат пищевой для удержания влаги 3 грамма, перец черный молотый 1,5 грамма на килограмм, перец белый молотый 1 грамм, чеснок сухой гранулированный 2 грамма, кардамон и мускат по полграмма на 1 килограмм. Значит, воду я буду использовать здесь ледяную, 10% от веса мяса, где-то у меня будет 350 миллилитров. Ну и потребуется вот такая оболочка у меня коллагеновая, калибр 50 миллиметров. Конечно, можно было бы и 60, но вот у меня только такой коллаген. Значит, нарежу и буду формировать батончики, вязать. Вот такая вот у меня есть шпагат. Вот, в принципе, все, что необходимо. Значит, ошеек буду нарезать тонкими слайсами. Лопатку пропущу через подрезную решетку. И все это буду вымешивать вместе с посолочной смесью и специями. Начну со свиного ошейка. Мясо у меня слегка подморожено примерно до 0,2 градусов. И сейчас я его ножом буду распускать на тонкие слайсы. Эта операция мне необходима для того, чтобы получить красивый рисунок на срезе ветчины рубленой. Итак, со свиным ошейком я закончил. Теперь на подрезной решетке я пропущу на мясорубке свиную лопатку. Мясо свиной лопатки также у меня подморожено. Очень важно работать с мясом при составлении фарша на низких температурах, чтобы не допустить его перегрева. Низкие температуры – это залог в колбасном деле избежать бульонно-жирового отека. Нормальная рабочая температура при работе с мясом при изготовлении колбасы – это 4-6 градусов. В перекрученную свиную грудинку я добавляю фарш, который у меня был заготовлен заранее, и слайсы свиного ошейка. Теперь это все я тщательно перемешаю, особо не прилагая усилий. Мне нужно совместить все фракции в однородную массу. Теперь я вношу посолочную смесь и специи. Ветчину рубленую я буду готовить с колес, как говорится, без предварительного посола. У меня есть опыт приготовления этой колбасы с предварительным посолом. Я долго искал вот тот самый ветчинный вкус, но на самом деле все оказалось намного проще. Нитритная соль срабатывает в процессе тепловой обработки, и
появляется вот тот самый вкус ветчины рубленой. Вымешанное мясо со специями я переместил в чашу планетарного миксера. Это обычный домашний тестомес. Добавляю по рецептуре 10% от веса мяса ледяной воды. Вот видите, прямо даже вот с таким кусочком льда. Подмороженная ледяная вода необходима для того, чтобы не повышалась температура при вымешивании фарша. Частями, внося воду, я буду вымешивать на не сильных, невысоких оборотах примерно 5-7 минут. Мне нужно получить однородную, вязкую консистенцию колбасного фарша. Чтобы выделился мясной белок, появились вот те самые белые нити, которые образуют каркас, монолитный каркас ветчины рубленой, сохраняя при этом интересный рисунок. Вот такая идеальная структура колбасного фарша для ветчины рубленой у меня получилась. Вот эта самая вязкость, вот эти самые нити, которые создадут каркас колбасы. Контроль температуры – очень важный этап. Фактически температура не должна превышать 10-12 градусов. Следующий этап – это набивка фарша в колбасную оболочку. Я переместил фарш в колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый. Оболочка диаметр 50 мм, я ее нарезал длиной по 30 сантиметров и завязал с одной стороны. Если у вас нет колбасного шприца, вы это мероприятие можете провести, используя обычную домашнюю мясорубку с колбасной насадкой. Коллаген достаточно прочная оболочка, набиваю я фарш достаточно плотно. Хочу получить вот такие короткие батончики длиной примерно 20 сантиметров и весом 350-380 грамм. Я же затеял провести эксперимент и сделать два вида ветчины рубленой. Одна будет обычная, а вторая будет холодного копчения. Поэтому для такого тест-драйва я решил сделать более короткие изделия. Перевязываю со второй стороны. Колбаска пойдет на отепление и уплотнение. Я ее буду подвешивать часа на полтора, чтобы она отеплилась, работала нитритная соль. И затем я перейду к тепловой обработке. Вот прошло пару часов. При комнатной температуре где-то 26 градусов. Колбаска отвисела, уплотнилась. Она немножко приобрела другой цвет, сработала нитритная соль. И я сделал ее уже перевязку. Благодаря такой дополнительной обвязке колбаска максимально уплотнилась. Ну и теперь следующий этап – тепловая обработка. Я буду ее проводить в духовке. Так, обсушка. Первый этап. 50 градусов в духовке, включена конвекция до температуры где-то 35 внутри. Потом будет обжарка 90 градусов, потом будет варка с паром. Так, это этап обсушки. 30 градусов внутри и в духовке 50. При достижении 30 градусов внутри, да, сейчас я включу этап обжарки. То есть температура будет 90 до 55-60 внутри ветчины. Этап обжарки. 90 градусов в духовке,
до 60-62, можно 55-62 внутри. Вот идет нагрев. Колбаска меняет цвет. 90 градусов. И здесь у меня 65. Все. Этап обжарки закончен. Убираем температуру на 80 и заливаем кипяток. После варки с паром при достижении температуры внутри ветчины рубленой 70 градусов я переместил ее в ледяную воду. И плюс я добавляю лед. Вот такое резкое охлаждение в ледяной воде позволяет резко опустить температуру до безопасных 24-26 градусов и увеличить безопасные сроки хранения продукта. После резкого охлаждения я отправил колбасу в холодильник на стабилизацию при температуре где-то 2-4 плюс градуса. И вот такой мы имеем результат. Колбаска имеет упругую консистенцию, такую плотную, прекрасный запах. А это ветчина рубленая. После стабилизации в холодильнике у меня прошла холодное копчение. Коптил я холодным дымом при температуре 26-28 градусов обычным дымогенератором пассивным улиткой. И теперь два этих варианта я поместил в вакуум и отправлю в холодильник на 72 часа. Для того, чтобы потом уже разрезать и попробовать на вкус. Встретимся через 3 суток и попробуем. И снова здравствуйте. Это у нас ветчина рубленая. 3 суток в вакууме. Она не коптилась. А это у нас ветчина рубленая холодного копчения и тоже 3 суток в вакууме. Сейчас мы их будем пробовать. Начну с ветчины рубленой, которая не проходила холодное копчение. За 3 суток в вакууме колбаса чуть-чуть выделила влагу, поскольку она не проходила этап обсушки перед копчением. Коллагеновая оболочка снимается идеально. При разрезе чувствуется такая плотная упругая консистенция. Прекрасный результат, прекрасный рисунок. Запах невероятный, яркий. Вот такая обычная ветчина рубленая у меня получилась. Колбаска эластичная, не разваливается. Но теперь нужно попробовать. Что я вам скажу, друзья? Я ее пробовал через 12 часов после охлаждения, после первой стабилизации. Через 3 суток в вакууме вкус стал намного ярче. Очень хорошо раскрылись специи. Такой прямо классический вкус ветчины рубленой. Ну а теперь мы посмотрим, что получилось у нас с ветчиной холодного копчения. В вакууме за 3 суток колбаска практически абсолютно сухая. Именно благодаря тому, что перед холодным копчением она прошла этап обсушки, плюс холодное копчение и проветривание, она потеряла процентов 10 влаги. Оболочка после вакуума снимается идеально. Влага в колбасе перераспределилась. Нет никакой сухой корочки. Колбаска упругая, режется прекрасно. Ну и, конечно, запах немножко другой. То есть копчение холодное за 3 суток в вакууме. Оно проникло в структуру колбасы. И теперь я ее попробую.
Да, вот это то, что я хотел получить. Именно легкий запах копчения, который в вакууме за трое суток распределился, раскрылись специи. Вот это вот мой вкус. На легкое копчение это на любителя. Получился прекрасный продукт, ароматный, вкусный. Ну, в принципе, на этом все. Я думаю, что ветчина рубленая придется вам по вкусу. Если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court, оставайтесь на канале, вас ждет много вкусного и интересного.